Всем привет, меня зовут Светлана, и в этом видео мы с вами сделаем вот такой новогодний декор. Такого плана работ очень много на просторах интернета, и мне давно хотелось сделать что-то подобное. Поэтому, если вам интересны работы подобного плана, оставайтесь со мной. Основу для декора я буду делать из пеноплекса, вырезаю из него звезду и немного скругляю края, после чего зачищаю и выравниваю все при помощи наждачной бумаги. Чтобы пеноплекс не просвечивал через ткань, я снова окрашиваю в белый цвет. Но если вы будете использовать более плотную или другую цветом ткань, то этот шаг можно пропустить. С обратной стороны приклеиваю веревочку, за которую в дальнейшем я и буду крепить декор на стену. Оклеивать основу буду белым флисом, вы же можете использовать совершенно любую ткань, начиная с обратной стороны, и не забывая сделать отверстие для петельки. Чтобы с лицевой стороны звезда выглядела красиво, я сначала натягиваю и подклеиваю ткань по уголкам, после чего оклеиваю окончание звезды. При этом ткань наизнанку я не подворачиваю, клеем закрепляю только по бокам, а все лишнее срезаю. На этом основа готова, и можно приступать к основному декору. Для декора я ничего не делала самостоятельно, использовала только покупные материалы. Основу декора будут составлять еловые веточки, для себя я подобрала 3 вида, и теперь при помощи кабельных стяжек скрепляю все веточки вместе. Сначала стараюсь сделать тонкий край, для этого скрепляю 3 веточки по 5 лапок. В процессе работы не забываем еще закреплять оставшийся край проволоки, чтобы с обратной стороны ничего не торчало и не царапало стены или дверь. Во втором ряду я взяла одну веточку на 5 лапок и 2 веточки на 3 лапки. В третьем и четвертом ряду я использую только веточки на 3 лапки, но уже добавляю по одной заснеженной.
На этом нижняя часть декора у меня готова, вы же смотрите сами, можно добавить несколько рядов и сделать более длинной эту часть, или же добавлять в ряду более 3 веточек, и тогда декор будет намного пышнее. Для того, чтобы прикрепить все к основе, посередине в ткани делаю отверстие и ножницами делаю небольшое углубление. После чего лишнюю проволоку срезаю, края немного подгибаю и вклеиваю в основу. Затем в это же отверстие, чередуя, по кругу добавляю еще немного веточек. В качестве основы не обязательно делать звезду, в итоговой работе ее не сильно видно. Можно, например, сделать квадрат или прямоугольник, но размером меньше декора, и уже на него все крепить по такому же принципу. По краям с двух сторон добавляю декоративные веточки и ягодки. И чтобы не приклеивать каждую веточку отдельно, сначала скрепляю их стяжками, а уже потом приклеиваю к основному декору. Еще добавляю белые пластиковые веточки, и здесь уже смотрю, как будет проще и лучше. Где-то прикрепляю их на стяжки, а где-то буду просто приклеивать. В середину добавляю изумрудного цвета бархатный цветок, собственно он и есть виновником этого декора. Сначала закрепляю его на проволоку, а уже потом вклеиваю. Подбираю по цвету и форме нужные мне елочные игрушки. Для себя я выбрала бело-бежевую пыльно-зеленую цветовую гамму, предварительно приклеила все игрушки на проволоку, а уже потом добавляю в основной декор. На этом мой декор готов, я очень довольна конечным результатом. Ну а если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал, а я с вами прощаюсь, увидимся уже совсем скоро.